Ты вот, ты хороший человек, и я тебя люблю. Ты вот, бро, а теперь приготовься! This is reaction time! И я ваш пытливый друг Бяко-19! Ну, нельзя ж все это каждый раз повторять одинаково. Надо как-то разнообразить. Иногда выходит, комом, да, как сейчас. FT Island у нас на канале с треком Serious Live Performance, который попал к нам на канал только благодаря моему герою Crazy Stacy. Не забудьте поблагодарить Crazy Stacy в комментариях за то, что работа попала к нам на канал. И да, я наконец-то запомнил название группы. FT Island. Да, я знаю, вы мне и после первого реакта 1000 раз писали в комментариях. Я постарался запомнить, а потом второй раз облажался, когда делал второй реакт, но... Если это третий, а я уверен, что это третий раз алмаз, правильно? Без лишних слов, мне очень-очень-очень интересно, как группа звучит вживую, поэтому отдельное огромное спасибо Crazy Stacy заранее. Погнали. В списке 100 самых крутых вокалистов для меня. A step towards my goal, don't hear me enough. A step towards my goal, don't hear me enough. Блин. 알잖아 what I want never changes till I die. Whoa, I know 각오의 전하대. Just keep walking 돌아서지 마. Why so serious? 감출 수 없어. 더 이상 견딜 수 없어. Обалдеть! Это просто нереально круто! Это вот именно то, чего я ждал больше всего. Мне было так интересно, вот эти мелизмы на такой достаточно сложной позиции, в таком количестве и так ровненько. Он сможет вживую, и, это самое классное, что он делает из всего выступления до сих пор, да, из всего того, что он вокально показал. Это один из самых сложных моментов, на мой взгляд, наравне с началом трека, которое было просто умопомрачительное. И при всем при этом он исполнил его на самом высшем уровне. Все остальные партии до сих пор не звучали так круто, как это, хотя они были полегче, что ли, несмотря на свою красоту и так далее. Чувак, ты жжешь. Я про то, как голос вибрирует, если что. Очень красиво. Второй вокал тоже был очень красивый. Не такой мощный, согласен, но все равно, такой бархатистый, такой прям ух. Чувак очень классно поет. Эти рыки.
Блин, я хочу подметить этот момент, это реально очень такой актуальный момент для меня, с учетом того, что я не прям очень много смотрю живые выступления. Мне обычно хватает студийки, да, то есть если студийка мне заходит, я довольствуюсь этим. Редко, но иногда я все же запрыгиваю посмотреть, как звучит тот или иной артист или группа вживую, но это не так часто происходит. И учитывая мой опыт, да, зачастую бывает так, что куплеты бывают исполнены достаточно близко к оригинальному, к студийному исполнению, к студийной версии, но припев, если он прям мощный, взрывной, он зачастую, как мой опыт показывает, опять же, проседает по мощи исполнения, по ровности, по красоте и так далее. А здесь все наоборот. Куплеты проседают, потому что тут должны быть вот эти дополнения, да, там и так далее, и он поет так, как он чувствует на сцене, и это подчеркивает живость, да, то есть факт того, насколько это прям чистое живое выступление. А припев, я больше чем уверен, что звучит настолько же, если не круче, чем в студийке. Это мега мощно, и это прям мое почтение, это уважение и респект, хотя то же самое. Хотел немножко overreactнуть, да? Walking till I die, I'm rolling the dice, walking till I die. Walking till I die, I'm rolling the dice, walking till I die. И мне нравится гармония громкостей вокала и инструментала. Очень красиво было. Я испортил момент, давайте перемотаю. Очень красиво было. Walking till I die. Walking till I die, I'm rolling the dice, walking till I die. Пипец! Why so serious? Can't you see what's up? Don't sound condition what's up. Why so serious? Won't you see what's up, Johnny? Game, just how we don't do. Пипец! Взрывище был просто пипец! Я еще раз хочу насладиться, трек уже заканчивается, все, я вас не мучаю постоянными перематываниями. Извиняюсь за затыки. Очень мощно. Очень. Да, извиняюсь за затыки, потому что у меня тут много вкладок открыто. Я вынужден пуляться, ну то есть снимать большое количество реактов за день, потом их выкладывать, потому что мне нужно собрать базу, так как, я вас еще об этом не предупредил, у меня скоро будет смена обстановки, мы переезжаем в другую квартиру, да, опять же съемную, ничего прям такого сверхъестественно хорошего, но все же в более удобное место, и локация, само собой, немножко поменяется, и оформление будет чуточку более другим, более глубоким, да, мне, в принципе, нравится новая студия, которую я вижу у себя в уме, поэтому, да, это маленький спойлер. И, блин, по треку это было реально очень круто. И сам трек очень красивый. Именно с точки зрения того, как были построены мелодии, как это все было исполнено, какая эмоция там была. И атмосфера, вот эта воинственность, вот эта борьба и преодоление, это прям максимально ярко звучало и заходило тебе в душу. Очень круто, очень. Исполнение выше всяких похвал, прям реально хорошо. Это вот... достойно. Очень интересно прошел трек, поэтому дайте я запрыгну в текст. Может, там есть какой-то контраст со всей вот этой борьбой, преодолением и так далее. Еще. Блин. Во-первых, это опять из серии того, что кажется, это настолько глубоко, что я сейчас вот не в состоянии это осознать, но, опять же, возможно, все немножко проще, и я все усложняю для себя, но здесь есть любимая, по факту их две, но это как бы продолжение одно другого, поэтому
любимая строчка уже, да, которая прям очень сильно выделяется, на мой взгляд. I know I made up my mind the hard and wrong way, so what, just keep walking, don't ever turn back. Я знаю, что я принял решение самым сложным и неправильным путем, и что? Просто продолжай идти и никогда не оборачивайся назад на свой выбор, да? И дальше тут повторяется строчка с другим продолжением. I know I made up my mind the hard and wrong way, stronger conviction igniting the fire. Я знаю, что сделал свой выбор самым, сложным и неправильным путем. Сильнее stronger conviction, дайте, чтобы не ошибиться. Быстренько переведу слово, чтобы конкретнее перевод был. Не. Убеждение. Igniting the fire. Да, stronger conviction igniting the fire. Уверенность в том, что огонь зажжется, да, зажигается уже в процессе гораздо сильнее. Типа, да, возможно, мой путь не самый правильный, да, возможно, он один из самых сложных, но я выбрал этот путь, потому что в итоге я буду гореть ярче всего, да, и никогда не пожалею о своем выборе. И в целом, мне непонятно единственное, что why so serious, I can't hide it, I can't take it anymore. Why so serious, no more, I don't wanna lose the game, roll the dice, no matter what happens, I'm hitting there, walking till I die. То есть я буду идти до конца, я добьюсь всего, что у меня на уме, не важно, что случится, да, я как бы доберусь туда, скажем так, но вот это обращение «почему так серьезно?», «почему такой серьезный?», не знаю, в каком ключе это тут, я не понимаю, к кому это. I can't hide it, I can't take it anymore, я не могу это скрывать, я не могу больше мириться с этим. Типа, это такой риторический вопрос к самому себе, да, почему такой серьезный, да потому что, или это обращение с более глубоким смыслом, типа, почему весь мир такой серьезный. Если есть какая-то конкретная инфушечка или отсылочка какая-нибудь, пожалуйста, напишите в комментариях, мне очень интересно. Потому что если это простенько, то спето это в немножко такой запутывающей интонации, потому что why so serious, да, тут именно окончательный вопрос. Тут нету вот этого why so serious, I can't take it anymore, да, то есть потому что не звучит в треке, в его исполнении. Но если так, то там, опять же, должен быть какой-то глубокий смысл, который я не могу разобрать, возможно, из-за того, что, как в предыстории, есть какая-то отсылочка, которую я не знаю. Всем спасибо за то, что вы в комментариях напишите инфу, которая у вас есть относительно смысла трека, мне очень интересно. И да, Crazy Stacy, еще раз, огромное спасибо за то, что работа попала к нам на канал. Живое выступление. У меня наконец-то появился шанс заценить ребят, исполняя вживую, заценить их уровень и так далее. Это очень-очень-очень круто. Я максимально доволен, охрененно провел время и надеюсь, вы все тоже. Не забудьте поблагодарить Crazy Stacy в комментариях за то, что работа попала к нам на канал, если вы этого еще не сделали. И если вам понравилась моя реакция, не забудьте поставить лайкосик этому видосику. Затыкайте там его до смерти, тут все внизу показано. Отметьте кнопку подписки как следует, чтобы ей мало не показалось, и пните колокольчик, он это тоже заслужил. Если у меня получилось поднять вам настроение, вы захотите поднять мне его в ответ, угостив меня чем-нибудь, ссылочки на Donation Alerts и Boosty для того, чтобы это сделать, в описании данного ролика. Всем заранее огромное спасибо. И всем спасибо за просмотр. Увидимся снова в следующем арти-ролике.